Ну ладно, не ругайся, ты лучше скажи, как ты вот к этому относишься делу. Как ты к этому относишься? Ох, нифига себе. Хочу давануть на нее вот так сверху сейчас прессом, Ага. А зачем портить? чтобы понять, какую нагрузку она выдержит. Понимаешь? Друзья, всем привет! В рамках проектирования и изготовления деталей для своего гоночного болида я постоянно сталкиваюсь со всякого рода конструкторскими неопределенностями. Приходится ставить эксперименты. И вот сегодня как раз таки такое же видео. Третий эксперимент, можно сказать, по этой теме. Будем пробовать, как себя ведут ШС, вот такие шарнирные головки на изгиб. Дело в том, что как бы вы ни старались проектировать, вы не сможете избежать работы ШСов на изгиб. Возьмем задний кулак. Нижняя точка крепления, верхняя точка крепления где-то здесь. Фактически мне удалось избавиться при работе ходов подвески и работы на изгиб, потому что у меня точка крепления на амортизатор находится вот здесь, а не на рычаге. На переднем кулаке мне избавиться не удалось, но я решил ставить очень мощный ШС, который с этим будет справляться. Но, ребята, не надо себя тешить иллюзиями, что я таким образом вышел из ситуации, потому что при торможении все равно все ШСы будут работать на изгиб. Кто бы вам что ни говорил, избежать этого нереально просто. И причем на торможении будет самая большая нагрузка, что самое страшное, самое интересное. Никто почему-то об этом нигде не говорит, и вообще никто нигде не говорит, какие же все-таки ШСы ставить. Допустим, на крепление к корпусу подойдут и вот эти. У них разрывная нагрузка около 3-4 тонн максимальная. Это 12-й ШС. Там действительно на изгиб ничего не работает. Там либо тянет, либо толкает рычаг. Даже при торможении. А вот то, что стоит на колесах, при торможении пытается скрутить поворотный кулак. Потому что точка касания колеса. И вот он цепляется колесом за дорогу. И вот так начинает скручиваться. При этом ШС начинает работать на изгиб. Именно на изгиб. Хочется сделать стендик, ребята, и проверить. Я в программке, специально созданной для этих вещей, проверял. Ну, вот получается, что такой ШС выдерживает 500 килограмм на изгиб, если у него где-то 10 миллиметров от центра. Ну, это невозможно создать. 10 миллиметров это где-то здесь получается. Здесь уже миллиметров 18. То есть, по факту, максимум, что он может, это где-то, ну, 400 килограмм выдержать. Теперь смотрите, что вот при первом приближении получается. Болид, допустим, будет весить 400-500 килограмм с пилотом. На переднюю ось, к примеру, будет 300 килограмм приходиться при торможении. Делим на два колеса и получаем по 150 килограмм. Вроде бы неплохо, да? Но это при торможении с 1G замедлением. 1G это очень мало, я планирую достигать 2, а может быть даже и 3G при использовании аэродинамических плоскостей. То есть когда машинку прижимает к земле воздухом. И на скорости там 170 км в час именно может и быть такая прижимная сила. Однократная, полуторакратная, может двухкратная, в зависимости от того, какие антикрылья я сделаю. Соответственно, те 150 килограмм мы умножаем на 3, получается 450 килограмм, и вот такой ШСик 14 уже не выдерживает, надо ставить 16. Возможно, я 16 и поставлю. Кстати, эти данные это еще для металла, для корпуса ШС из хромансиля, понимаете? Здесь вообще нержавейка стоит, тут раза в 2 более слабый металл, здесь тоже непонятно какой металл. Короче, ребята, приступаем, делаем стенд и будем испытывать 12, 14 и может быть даже 10 ШСик на изгиб. Поедем на пресс к койоту и даванем, попробуем согнуть. Причем сделаем это от реальной точки крепления. Реальная точка, ну где-то вот здесь. То есть вот настолько надо закручивать в рычаг, а здесь давать небольшую регулировку и гайку стопорную. Ну, допустим, сантиметр по резьбе делать отступ и вот отсюда вогнуть. Такие идеи обычно возникают спонтанно, но прикол в том, пока я не реализую их, дальше не могу двигаться. Поэтому приходится все бросать и делать. Просверлим пару отверстий под резьбу.
Каленая, что ли, что-то там. Да, это нам... Ну вот, ребята, приехал до Евгения. Сейчас мы выставимся и начнем давить. Немножко пока расскажу вам, что куда смотреть. Значит, решил начать с 12 ШСа. То есть вот здесь диаметр 12 и здесь диаметр отверстия 12. Решил не гусарствовать и сделать отступ 10 миллиметров вот здесь. Ну, то есть небольшой ход на регулировку оставить и все. Потому что если сильно вот так выдвинуть, ну понятно, что оно согнется буквально сразу, моментом. Вот смотрите, ребята, будем смотреть по прибору чисто приблизительно. Когда согнется, посмотрим, какая будет нагрузка. Значит, пятерочка, вот это 5 тонн. То есть одно деление это тонна. Ну, блин, что-то, надеюсь, мы сможем почувствовать. По расчету 12 ШС где-то там 100-200 килограмм должен выдерживать на изгиб. Просто в том расчете неизвестно, сколько заложено крат допустимой нагрузки. То есть насколько его еще больше можно надавить, чтобы он уже согнулся. Как я понял, там именно на долговременную рассчитана работа. Так, аккуратно, аккуратно. Ты почувствуешь? А? Почувствуешь? Да, конечно. Прикоснулась, Можно да? линейку возьму? Можно. Ты хочешь туда просунуть, попробовать? Или что? А, ты хочешь, как она вниз гнется, да? Ну хорошо. Ну сейчас проверим. Главное, чтобы не лопнуло ничего здесь. Ну вот такой стендик, ребят. Я приварил кусочек этот. По идее, все правильно. Напишите в комментах, правильно я делаю или нет. Надеюсь, стрелка хоть чуть-чуть стронется. Потом будем 14 испытывать. На него основная надежда. Вот такой он мощный. Просто прикол в том, что на 16-х уже на следующем размере уже багги делают, которые прыгают, приземляются на одно колесо, переворачиваются и так далее. И все выдерживает. А я вот тут что-то начал очковать резко. И главное, чтобы в глаз ничего не выстрелило. Шар не выпадет этот? Нет. Давай попробуем. Чуть-чуть, давай. Я слежу. О, Чё? уже. Что, погнулась? Ну, нет. Ну, А что уже? Что-то хрумкает. Ну, я слышал. Хрустит. Это хрустит сварка, я думаю. Хорошо. Постой, 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 постой. Там еще ничего не показалось? Ничего не показалось. Так, чуть-чуть она там оторвалась от крепления. стрелочки. Оторвалась, да? Ну, давай еще. О, уже погнулась, прогнулась чуть-чуть. А стрелка не отклонилась, да? Не-а. Чуть-чуть там поднялась. И всё. Уже прогнулась, а стрелка не отклонилась. Вот так. Даже наш пресс не чувствует его. Линеечка что показывает? Ну, приблизительное отклонение, короче, на 3 миллиметра. Вниз уже? Не, да. А ну-ка верни обратно. Он вернется обратно. Сейчас мы проверим, знаешь как? Можно подвинуть? Да. Вот так проверим. Видно, что согнулся чуть-чуть, да, или нет? Нет, Нет? нет. А, по-моему, чуть-чуть А, есть. это он по резьбе ходит. Мотыляет его. Сейчас. Так, ну вот смотрите сами, согнулся, не согнулся. Вроде не согнулся. Да, вот Давай так вот дальше можно давить. померить. Вот так вот, смотри. Да, Стой. так, Да, как? да Ты подожди, так да или так подожди, будешь да, мерить? стой там это. Как так? 47. Давай, заряжаем, 47 давим. одинаково. Давим дальше. Одинаково. Ну, хрустит, да? Ну, хрумкает это тут Да потянуло. это сварка, я думаю. Сварка, да. Ну, погнали. Ты же у нас Еще сварщик от чуть-чуть. Бога.
Так, буду на стрелку смотреть и заодно там смотреть. Все, соприкоснулся. Все, поехали. Потихоньку. Еще. Еще. О, тихо, О. стронулась. Тронулся. Так, Ну, где-то килограмм. 150, да? Да нет, 300 где-то. 300, Да. отпускай. Смотри. Ну, снимай. чтобы- А, сейчас, Опа. давай. Всё. А, не увидел. Да. Оно ж пока сфокусируется. Ну, неважно. Давай теперь отпускай и покрутим резьбу. Согнулась она или нет? Да, Дай я мы отсюда со буду. своей Дай. стороны. Да, Да, отойди. я отсюда. Слушай, дай я покручу, а? Это. Так, ну что, как будто бы вниз согнула, да? Ну. А Да, вот так, есть. как будто бы вверх согнула, да? Ну вот, 300 килограмм согнули наш ШС. Хорошо, хоть он гнется, а не ломается сразу. И, в принципе, при жестком торможении, допустим, можно это понять, потом простить и поставить более мощный ШС. Ну, друзья, я еще закажу действительно настоящие, не вот эти китайские, а тоже китайские, но именно для техники созданные. Они в 5 раз дороже. Давай 14-й пробовать. Я хотел его срезать, уничтожить. Надо. Не, Отпускай. нормально. Сантиметр именно резьбы пойдет. Несмотря на то, что оставили опять сантиметр, но так как он больше сам по себе по размеру, то от этой точки расстояние на пару миллиметров дальше получилось. Это не очень хорошо. Ну, что делать? Все, будем пробовать этот ШС. Подъехали, пока все нормально. Будем пробовать. Давите. Уже пошло, да. Ну, то он там на изгибе, то он же не абсолютно жесткий. Это что-то вообще Надо, чтобы какое-то что-то пластилиновое, показал. я Подожди. Чувствую, что-то Да? не то, да. Ну, давай еще дави. Да, он. Да. Давай, дави, говорю. Чтоб что-то хоть показало там, не знаю. Что-то показало и согнулся он, да? Нет, это он просто стал. Вот сейчас. Короче, показало полтонны, но он, по-моему, согнулся. Отпускай. Что-то он вроде 14-й, а такое чувство, что еще легче согнулся. Ну что ж, ребята, будем ждать новую партию таких изделий, более модных уже, и будем продолжать испытания. Эти абсолютно не годятся. Ну, опять же, скажу я вам, что хорошо, что они гнутся, значит, получается, они не будут ломаться неожиданно, а будут гнуться, можно будет увидеть это и сделать какие-то оперативные изменения в болиде. Но это совсем никуда не годится, такое дело. Все, я готов. Давай, поехали. Да, все уже. Все, вообще стрелка даже не сдвинулась. Ну, ребята, вот что получается. Вот так ШС выглядит изнутри. Это, так сказать, система самосмазывания, как я понимаю, внутри. Такая сеточка. А вот что он у нас смазывает там? Шарик смазывает. Да это какой-то второпласт, что ли? А вот он и шарик. Ну, шарик из подшипниковой стали. Шарику ничего не делается. Нет, вот это это вот и было у него. Какая-то стекляшка. Очень хочется узнать ваше мнение, друзья, что вы об этом думаете. То есть оказалось, что вот эта гораздо заведомо более крупная и толстая и мощная деталь слабее, нежели вот эта. С виду более такая простенькая. Возможно, это даже с хорошего металла сделано. Ну, насчет хромансиля я не уверен, но какого-то такого, знаете, среднего между обычным металлом типа сталь 45 и хромансилем. Потому что реально она дала какое-то сопротивление. А вот это сразу начало гнуться, пластилиниум, короче, чистый. Да, и вот эта обойма с шариком вышла легко. Женька вообще. тут, да. И еще Жека вынул с нее обойму, и при этом вышла она довольно-таки легко, вместе с шариком. То есть она там особо не держалась, каких-то нагрузок тоже не показала на прессе. Короче, хитро устроен этот мир. Жду ваших комментов, что вы об этом всем думаете.
У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите Лойсам. Всем пока. До новых встреч, друзья.